Привет, друзья! Фридрих Мерц обозначает изменение внешнеполитического курса Германии не просто обновление, а вызов привычным подходам, которые поддерживают европейскую стабильность. По сообщениям инсайдеров, в Берлине обсуждают возможность перехода от политики согласования с НАТО к инициативной позиции формирования внешнеполитической повестки. Это не значит разрыв, это значит переориентация. Именно сейчас, по информации от аналитиков, Германия проводит неформальные переговоры с рядом стран Восточной Европы и даже Центральной Азии. Темы от альтернативных поставок энергоресурсов до создания независимой транспортной логистики без зависимости от атлантических структур. В Вашингтоне отмечают обеспокоенность по отношению к изменениям в германской политике. В одном из недавних брифингов неназванный представитель Госдепа назвал позицию Берлина тревожным сигналом. Американцы привыкли, что Германия консультируется, а теперь действует сама. Минимальные официальные комментарии из Лондона вызывают интерес у наблюдателей. А вот в Париже и Варшаве уже пошли открытые заявления. В Европейском Союзе поднимается новая волна недоверия. Если Германия действительно меняет стратегический курс, это не просто отдельный голос, это отказ от коллективного управления. Внутри самой Германии в правительственных кругах растет поддержка идеи, что Берлин не обязан больше быть ведомым. В дипломатической переписке все чаще фигурирует формулировка «континентальное лидерство». И впервые за десятилетия канцлер Германии не просит согласия, он просто объявляет о новом курсе. Однако ситуация приобретает совершенно иной оттенок, когда разговор переходит от дипломатии к практическим военным инициативам. Когда Германия начала озвучивать необходимость обновления оборонной архитектуры, многие восприняли это как рутинную формальность. Но то, что происходит сегодня, выходит далеко за рамки обычных реформ. В Министерстве обороны, как сообщают источники из окружения руководства, обсуждается формирование новой армии. Также в экспертной среде обсуждаются перспективы формирования более самостоятельных оборонных подразделений с прямым подчинением именно Берлину вне традиционных механизмов НАТО. Контракты на перевооружение уже подписаны с рядом немецких и международных концернов. По данным отраслевых источников, в рамках обновленной стратегии рассматриваются системы ПВО нового поколения, стратегические беспилотники и развитие спутниковой инфраструктуры. Особое внимание базе Рамштайн. Американское присутствие на этой территории исторически считалось нетронутым. Но теперь, как стало известно из докладной аналитического центра при Бундестаге, обсуждаются условия реструктуризации формата присутствия. Это подразумевает пересмотр прежних условий присутствия и ограничение предыдущих договоренностей. Параллельно идея так называемого европейского щита, то есть объединенной обороны с двумя или тремя государствами, но без участия Соединенных Штатов Америки. О чем именно идет речь, официально не комментируют, но ряд депутатов, выступавших в Бундестаге, уже открыто заявили, Германия должна быть в состоянии защитить себя без оглядки на других. Мерц не афиширует, но его команда выстраивает всю концепцию на принципе полного суверенитета. По словам одного из военных обозревателей, мы становимся свидетелями того, как Германия впервые за послевоенную эпоху строит собственную армию с нуля, под собственный интерес, под собственный контроль и собственными целями. И вот тут союзники начинают молчать, но молчание громче любых заявлений. Великобритания – ни слова, Канада – никаких заявлений. Страны Балтии тоже дежурные фразы о важности консенсуса. И только Варшава решилась на официальную ноту в Берлин с просьбой объяснить, что вообще происходит с военным партнерством. В этой же ноте просьба разъяснить судьбу совместных учений, логистических маршрутов и уже подписанные оборонные соглашения. Некоторые польские СМИ интерпретируют ситуацию как начало охлаждения отношений в оборонном сотрудничестве между Европейским Союзом и Соединенными Штатами Америки. А в самой Германии звучит новый лексикон – суверенитет, самодостаточность, национальный контроль. Речь не о лозунгах, эти фразы выходят прямо из уст влиятельных представителей немецкого бизнеса, лояльных к Мерцу. Как сообщает деловая газета, сразу несколько союзов промышленников выдвинули меморандум о приоритетном финансировании
И именно национальной обороны разработок без привязки к транснациональным контрактам. В кулуарах все чаще формируется новая линия. НАТО – это полезный инструмент, но не руководство к действию. Оборона – это теперь не координация, а немецкое решение под немецкий интерес. В экспертной среде это уже называют эффектом Берлина, когда союзники не получают разъяснений, они начинают делать свои выводы. Их молчание превращается в настороженное наблюдение. А теперь самое интересное, кто же на самом деле тянет за рычаги? На первый взгляд ситуация кажется простой. Мерц – это сильный канцлер с четкой повесткой, с жесткой рукой. Но чем глубже копаешь, тем запутаннее становится картина. По данным обозревателей, за ключевыми инициативами стоят не только официальные лица, но и профессиональные группы влияния, связанные с оборонной и технологической сферой. Это они, по данным аналитиков, стали двигателем проекта патриотической индустриализации. Под этой формулировкой скрывается четкая стратегия: отказ от глобалистических контрактов, ставка на внутреннее производство, на национальные ресурсы, на контроль ключевых цепочек внутри страны. Мерц, как говорят источники, оказался между двух миров. С одной стороны, традиционные инвесторы, настаивающие на приватизации, дерегуляции и полной открытости. С другой – элита нового формата, которая требует возврата контроля и даже прямого вмешательства государства в экономику. Конфликт между этими лагерями становится все более явным. И на этом фоне звучит тревожный вопрос. Мерц – это управляющий собственной стратегией, или он уже стал носителем чужого плана? Наблюдатели отмечают, что с каждым новым законом, каждым шагом в сторону автономии канцлер все больше напоминает фигуру внутри конструкции, а не архитектора. Но в политических кругах распространяется одна короткая формулировка. Новый курс пишется не в парламенте, он приходит по каналам, к которым доступ имеет не каждый. Но на фоне громких шагов Мерца за пределами Германии в самой столице начинается то, чего боятся все лидеры – разлом среди союзников. По данным, просочившимся после закрытого совещания в Бундестаге, напряжение внутри коалиции уже не скрывается. Несколько ключевых фигур в правительстве резко против идеи разрыва с НАТО. Их раздражает не только содержание решений, но и сам способ принятия. Нас ставят перед фактом, говорят те, кто ранее стоял плечом к плечу с Мерцем. В утечке фигурирует формулировка из внутреннего меморандума «суверенная мобилизация». Этот термин, как пишут аналитики, рассматривается как сигнал об отказе от координации с прежними союзниками. То есть фактически это подготовка к независимым действиям за пределами натовской архитектуры. Часть министров, по словам источников, открыто возмущена. Нам не объяснят, кто формирует этот курс. Мы не видим, кто стоит за всеми этими шагами. Они жалуются не на реформу, а на режим полной закрытости, в котором работает канцелярия Мерца. Особенно остро вопрос стоит среди тех, кто связан с традиционным экспортным бизнесом. Для них изоляция от трансатлантической системы – это прямая угроза рынкам и контрактам. Но доступ к обсуждениям ограничен. В коридорах власти в ходу новая формула: если ты не в круге, ты не в игре. Никто не знает, сколько людей на самом деле участвует в разработке текущей повестки. Но ясно одно: происходят изменения в структурах принятия решений как во внешней, так и во внутренней политике. Эта напряженность пока не выносится на камеры, но внутри коалиции нарастает чувство, что сценарий переписывается в режиме реального времени, и не все хотят быть в этом сценарии статистами. И на фоне нарастающих перемен все чаще звучит вопрос: Мерц – командир или пешка, или связующее звено между разными интересами, которые редко выходят на свет. По наблюдениям обозревателей, стиль канцлера укладывается в схему: сначала шаг, только потом объяснение, сначала документ, только потом разъяснение, сначала факт, только потом реакция. Такую стратегию уже окрестили оперативной вертикалью. Некоторые эксперты описывают модель принятия решений как централизованную систему, опирающуюся на экспертов и консультантов, а не только на парламентские процедуры. Именно поэтому некоторые министры чувствуют себя выключенными из процесса. В Европейском Союзе выразили озабоченность тем, как подобные преобразования могут повлиять на предсказуемость Германии как стратегического партнера.
В экономических кругах усиливается влияние тех, кого раньше не пускали в политику. Директора концернов, специалисты по безопасности, старые технократы с допусками к государственным контрактам. Все это создает образ не канцлера в классическом понимании, а управляющего масштабным проектом с четкой задачей, дедлайнами и ресурсами. Проект называется «Новая Германия». Конкретные источники формирования этой стратегии пока официально не раскрываются. В кулуарах уже ходит версия, что весь нынешний курс – это не просто амбиции Мерца. Это результат договоренностей, достигнутых задолго до его прихода к власти. И сейчас он лишь запускает то, что было уже готово. Скорость, с которой все происходит, говорит сама за себя. Это не поиск компромиссов, это реальная конструкция. И чем дальше, тем меньше в ней остается места для случайностей. Если вам понравился мой рассказ, ставьте лайк, подписывайтесь, делитесь этим видео. Спасибо за просмотр.